Владимир Зеленский родился в промышленном городе Кривом Роге в январе 1978 года. Некоторое время семья Зеленских проживала в Монголии, несмотря на то, что родители по национальности имеют еврейские и украинские корни. Его бабушка была еврейкой из Кривого Рога. Женщине удалось выбраться из этого города. Она бежала в Алмату, в Казахстан. Зеленский признал, что Казахстан в годы Великой Отечественной войны принял у себя много беженцев. Бабушка президента Украины была учителем по образованию, поэтому в Алмате занялась обучением и работала до тех пор, пока не смогла вернуться обратно. Политический деятель неоднократно говорил, что считает себя и украинцем, и евреем. В Монголии работал отец Владимира, математик по образованию. В далекой азиатской стране он участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Мама занималась инженерными технологиями. Маленький Зеленский пошел в монгольскую школу в 8 лет в соответствии с законами страны. Мальчик бегло говорил на монгольском, но после возвращения в Кривой Рог, не имея практики, быстро забыл язык. В Украине Владимир начал посещать театральный кружок и усиленно занимался спортом. Был непоседливым и активным ребенком. В раннем детстве Зеленский хотел стать пограничником, а позднее мечтал выучиться на дипломата или переводчика. В молодости Владимир поступил в местный филиал Киевского экономического университета, выбрав для себя юридическую специальность, по которой и получил образование. Творческие способности и чувство юмора студента сразу заметили. Володю позвали ставить танцевальные номера в команде КВН «Запорожье, Кривой Рог, Транзит». Спустя некоторое время артист и сам начал участвовать в номерах. В 1997 году Зеленский вместе с несколькими членами команды КВН создал собственный коллектив, назвав его «95-й квартал». В любых отношениях вообще главное равноправие. Все. Он не только выступал в роли капитана команды, но и писал сценарии для большинства номеров. Спустя 2 года Высшая лига КВН пригласила талантливую команду к себе. Каждое выступление высоко оценивалось жюри. Ребята приобретали популярность среди поклонников знаменитой игры и начали давать концерты по всему СНГ. Помимо гастрольной деятельности, Владимир брался за написание сценариев для корпоративов и концертов. Участие 95-го квартала в КВН продлилось до 2003 года, но после конфликта с компанией «Амик» Зеленский и его коллектив прекратили участие в проекте. 95-м кварталом заинтересовались украинские телеканалы. 1+1 вышел на талантливых артистов и предложил сделать целую передачу, в которую входили бы лучшие номера. Так команда КВН была преобразована в студию «Квартал 95», руководителем и владельцем которой стал Владимир. В 2005 году появилась передача «Вечерний квартал», которую сначала транслировал канал 1+1, после чего права на показ перекупил Интер. Зеленский выступил в роли главного телеведущего, идеолога и автора. Зеленского, как одну из самых ярких звезд шоу-бизнеса, все чаще приглашали стать участником популярных проектов и телешоу. В 2006 году он появился в украинском телевизионном проекте «Танцы со звездами», где выступал с Аленой Шаптенко. В итоге пара одержала победу. Затем Владимир в дуэте с Русланой Писанкой стал ведущим телешоу «Служебный романс» на телеканале Интер. В 2010-м артист начал сниматься в телепередаче «Рассмеши комика» вместе с Дмитрием Шепелевым, а спустя год юморист оказался соведущим Филиппа Киркорова в российском телешоу «Фактор А». С 2010 по 2012 год шоумен занимал должность генерального продюсера Интера, а в 2013 его пригласили вести новое музыкальное шоу «Хочу Виагру». Я говорю с Богом отдельно, без посредников. Это мое личное, внутреннее. Я не хожу в церкви, в синагоги. Спустя 2 года на базе студии «Квартала 95» была создана «Лига смеха», юмористическое шоу, в котором команды комиков под руководством наставников соревновались между собой. Вел программу сам Зеленский. В 2012 году вся команда «Квартала 95» попала на 2-е место рейтинга 25 самых состоятельных медиапроектов и звезд шоу-бизнеса Украины. Артисты уступили только Владимиру Кличко, но обошли по годовому доходу Ани Лорак, Потапа и Настю и группу «Виагра». Артист оказался не только успешным комиком и телеведущим, но и востребованным актером в кино.
Кинематографическая биография артиста началась еще в начале 2000-х. Фильмография открылась комедийным проектом «Казанова поневоле». Вскоре Владимир исполнил роль Д'Артаньяна в новогоднем мюзикле «Три мушкетера». Вскоре на экранах кинотеатров стартовал показ фильма «Любовь в большом городе», который стал первой яркой работой Владимира в полном метре. В романтической комедии вместе с Зеленским снялись экс-солистка группы «Виагра» Вера Брежнева, актеры Алексей Чадов, Анастасия Задорожная и Светлана Ходченкова. В 2015 году студия «Квартал 95» выпустила для украинских зрителей новый фильм в жанре политической комедии, в котором острой сатире подверглись многие наиболее заметные фигуры украинского политбомонда. Сериал о политике получил название «Слуга народа», а Владимир сыграл в нем президента Украины. Я пью вино, потому что я так мало сплю часов, я не могу позволить себе крепкие напитки. Проект так понравился зрителям, что в 2016 вышло его продолжение. Артист и шоумен вместе с командой «Квартал 95» прославился продюсерскими проектами, многие из которых оказались популярными. Прежде всего, это семейный комедийный сериал «Сваты». В 2017 году Зеленский начал работу над 7-м сезоном сериала «Сваты», что не понравилось украинским властям. Фильм был запрещен на территории Украины, а Федора Добронравову закрыли въезд в страну на 3 года. Власти оказались непреклонными, и Владимиру пришлось прервать съемки следующего сезона ситкома. Гневное послание политикам продюсер разместил в персональном профиле в Фейсбуке. Личная жизнь Владимира сложилась счастливо. Артист женат на Елене Кияшко, с которой до свадьбы встречался в течение 7 лет. Они знакомы с детства, учились в параллельных классах в школе. Елена выступала в роли одного из авторов студии «Квартал 95», несмотря на то, что она тоже юрист по образованию. Молодые люди поженились в 2003 году, после того, как команда «95-й квартал» ушла из КВН. Спустя год юморист стал отцом дочки Саши. Привет всем, меня зовут Александр Зеленский, я из города Киева, мне 11 лет. Которой сейчас 19 лет. В 2013 Елена Зеленская родила второго ребенка, сына Кирилла, ему сейчас 9 лет. Как считают друзья и близкие комика, Зеленский примерный семьянин. Он называет основным из качеств настоящего мужчины ответственность за своих детей, семью и близких. Шоумен признается, что балует дочь и сына, равно как и жену, пытаясь компенсировать свое частое отсутствие. Привет, моя любовь. Привет, пап. Тебя заставила мама, скажи? Да. Еще до того, как стать президентом Украины, предприниматель подавал декларацию о доходах семьи. В 2019 году Владимир Зеленский подал декларацию. Общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского превышала $4 миллиона. Супруги Зеленские обладают 15 объектами недвижимости на территории Украины. Общая стоимость данного имущества составляет порядка 95 миллионов рублей. Еще у них есть квартира в Англии. Свою недвижимость Владимир сдает в аренду, получая от нее годовую прибыль в размере более $1 миллиона рублей. В январе 2019 года Зеленским были задекларированы 3 элитные авто на общую стоимость 90 миллионов рублей. В коллекции у Зеленского также имеются знаменитые бренды часов Rolex, Graf, Bovet и другие. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик.